Привет, милые мои рукодельницы! С вами Анна Тюмерова. Сегодня мы с вами будем делать маленькие цветочки для декора букетов из конфет. Такие цветы я делаю очень часто для того, чтобы декорировать различные букеты, которые я делаю для моих клиентов. И тут я подумала, что для вас тоже может быть интересен этот мастер-класс, поэтому решила им поделиться с вами. Ставьте лайки, пишите мне свои комментарии и приступайте вместе со мной делать такие замечательные цветы своими руками. Для того, чтобы сделать такой цветочек, я беру гофрированную бумагу зеленого, нежно-молочного цвета и желтого. Также мне нужна проволока. Так как цветочки я буду делать коротенькие, я беру всего лишь 5 см длиной. Проволока у меня толщиной 0,6 мм. И, конечно же, как всегда, я беру термопистолет и ножницы. Начинаю изготовление самого цветочка с желтой гофрированной бумаги. Раскрываю бумагу и отрезаю полоску, равную 2,5 см. И длиной 3 см. И получается вот такой кусочек высотой 2,5 см и шириной 3 см. Этот кусочек я складываю пополам и делаю надрезы на 2/3 длины. Тоненькие надрезы ножницами. Теперь слегка закругляю ножницами. Получается небольшой такой скос, и их немножко закручиваю. Сначала их закрутили, они теперь у нас топорщатся в разные стороны. Теперь на полоску наношу термоклей и приклеиваю проволоку. И так у нас получаются тычинки, которые смотрят в разные стороны. Теперь я беру светло-молочную бумагу и отрезаю полоску, равную 2,5 см. Полоску я режу пока на глаз, так мне удобнее работать. Делаю небольшую такую полосочку, как я уже сказала, она высотой 2,5 см, и отрезаю ее на отрезке примерно по 1,5 см. И для лепесточков я буду использовать вот такие заготовки. Высота этой заготовки 2,5 см, ширина 1,5 см. Так складываю я сразу бумагу в несколько слоев, чтобы процесс шел быстрее. И делаю такие заготовки для лепестков. Теперь из этих заготовок будем делать лепесточки. Я беру заготовки и складываю их друг на друга. Делаю сразу несколько лепесточков, так гораздо быстрее, потому что лепестки маленькие, если мы будем делать по одному, это будет долго. Складываю по 3-4 лепесточка, и из этих заготовок я начинаю вырезать капельку. Отрезаю один уголочек снизу, сверху закругляю, переворачиваю, и то же самое с другой стороны. Снизу убираю уголочек и сверху закругляю. И у меня получается вот такая капелька. Ее я растягиваю пальчиками. И у меня получаются вот такие лепесточки. Всем лепесточкам я придаю такую форму. Для одного цветка нужно от 15 до 20 лепестков. Заготовила все лепесточки. Теперь беру ту основу цветка, которую мы с вами делали, желтые тычинки. И начнем этот цветочек собирать. Беру лепесточек, снизу капаю капельку клея и приклеиваю его к тычинкам. Приклеиваю либо чуть-чуть ниже тычинок, либо вровень с тычинками. Вот такой получается первый лепесток. Первым кругом приклеиваю либо 4, либо 5 лепесточков. Если я хочу делать более раскрытый цветок, я приклеиваю 5. Если я хочу делать более закрытый, больше похожий на бутончик или не полностью раскрытый цветок, то я делаю 4 лепестка. Давайте я покажу полностью раскрытый, а не полностью раскрытый вы всегда сможете сделать, просто сделав меньше лепесточков. Вот такой получается цветок с одним рядом лепестков. Его можно оставить в таком виде, если вы хотите сделать не сильно пышный цветочек. Я же делаю более пышный, поэтому я добавлю еще. Вторым рядом я делаю примерно 6-7 лепесточков. И третий ряд тоже 6-7. И приклеиваю лепесточки под углом. Вот второй вариант цветка. Можно остановиться на этом варианте. Можно сделать еще пышнее. И вот такой пышный цветочек у меня получается. Для того, чтобы лепестки были более раскрытые, я их слегка закручиваю на шпажку. Беру шпажку и острием слегка прокручиваю на шпажку. Просто внешние лепестки. Можно просто сверху, можно немножко наискосок. Тут смотря какой эффект вы хотите создать. Я их просто немножко раскрываю, только поэтому я их накручиваю на шпажку и делаю это в разных местах. И вот такой цветок у меня получается. Для того, чтобы низ был красивый, мы его обернем зеленой гофрированной бумагой. Беру гофрированную бумагу и отрезаю полоску, равную 0,5 сантиметра.
под цветочком наношу термоклей и приклеиваю эту полоску под самим цветочком. Конец гофры склеиваю на капельку клея. И вот так вот цветочек у меня получается. Сам цветочек получился очень маленький, всего лишь 4 см шириной, а высота цветочка 2,5 см. Обычно такие цветы я использую для декора букетов из конфет. Они у меня очень часто используются в различных букетах. Можно покупать готовые искусственные цветочки, а можно такие цветочки сделать своими руками. Очень верю, что вам понравился этот мастер-класс. Если это действительно так, обязательно поддержите меня, поставив палец вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до скорой встречи. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока.